Криптоэнтузиастики, ну что, у нас рынок растет, это хорошо. Там, конечно же, люди у меня там спрашивали в комментариях, что я типа переобуваюсь. Ну то ничего я не переобуваюсь. Я не переобуваюсь. Я ожидаю рост, я ожидаю пик. Пик бычьего рынка для того, чтобы скинуть альту. Вот и все. Я ничего не переобуваюсь. Не нужно меня винить в чем-то. Итак, для начала хочу поблагодарить тех людей, которые поддерживают мой канал, делают лайки, комментарии, подписки, ибо если бы не было вас, не было бы этого канала. Итак, конечно, твои ожидания, ты тут 2 дня назад говорил, что ведь медвежка только будет, переобувайся в воздухе. Дружище, медвежка по-любому будет. Медвежка по-любому будет. По поводу моих ожиданий, я в телеграм-канале постоянно делаю разные скрины и говорю, что вот биток у нас идет на коррекцию. Это было в мае месяце. Кому я это говорю? Кому я говорю? В мае месяце мы можем увидеть вот здесь вот 19 мая. Я снимаю видео, говорю то, что у нас биток будет корректироваться, потому как у нас не сформирована свеча полностью. Здесь будет у нас фитиль, и мы будем корректироваться. Вот даже вот синяя линия, смотри, вот синяя линия, вот она. Это у нас на бирже Binance, вот она, синяя линия. Мы будем корректироваться, сформируем свечу, дальше будет рост. Вот. Что мы с вами видим? Что мы с вами видим? Каждое видео я с вами сижу и снимаю это видео. Что мы видим? Что мы видим? Что мы видим на месячном? Сформировали мы фитиль. Вот он, этот фитиль. Биток ушел на коррекцию, так как я и предполагал. Дальше я сказал, что у нас начнется июнь месяц, будет формироваться еще фитиль июня. После открытия самого месяца у нас было открытие в диапазоне 104 тысячи долларов с половиной. У нас будет формироваться фитиль в июне. Сформировали мы этот фитиль на проливе с конфликтом Маска и Трампа. Вот, сформировали. Дальше мы восстановились. Все. Дальнейшие ожидания, вот наши ожидания. Вот, минимум это увидеть 120 тысяч долларов. Для того, чтобы пробить всю вот эту вот структуру. Двойная такая вершина отрисована, как в 2021 году. И здесь медвежье настроение. И скоро будет медвежка. Но мы не видели с вами альт-сезон. Вот это самое важное событие, которое мы ожидаем. Потому как без этого гребаного альт-сезона мы не можем скинуть нашу скамовозку, та что в портфеле. Она нам вообще не нужна, эта скамовозка. Это была замануха в 2021 году. И нам блогеры-инфлюенсеры засрали мозги с этим всем делом. И оно нам не нужно было. Потому как, смотрите, какие тренды на биткоине мы пропустили. Мы заносим огромный капитал в крипторынок, котлеты денег. Зачем? Мы просто соскамили это все дело в альткоинах, которые нам по факту не нужны. Какие там технологии, там или еще что-то. Это все чухня собачья. Вы этим всем не пользуетесь. Говорят там типа XRP будут внедрять банки, да? Где это внедрение XRP в банки? Где? Я что-то не вижу. Где внедрение XRP в банки? Полгода уже прошло. Это все новости. Я эти все новости слышал вот здесь в 2021 году. Это все чухня собачья. Нас отвлекли от тренда. Смотрите, какой тренд. Ты заходишь на недельке. Смотри. Ожидаешь такие новости, как были вот с Трампом и с Маском. Вот у каждого есть котлеты, да, вот у меня там, допустим, 50 тысяч долларов. Захожу на 50% от капитала чисто в цифровое золото биткоин, которое минимальная имеет вероятность скама на этом рынке. Все. Вот пролив, да, залетаю на этом проливе, буквально восстановление на 20%, смотри, на 20%, 20 тысяч долларов на споте без плечей
заходишь на проливе, на вот этих вот новостях, что были с Трампом. Зачем нам здесь брать? Вот здесь вот, да. Оп, все, 7% есть. Или 10%. $2000 забрал и ушел нафиг. И ушел. Дальше ожидая следующие какие-то дебильные новости, которые выйдут там с Трампом. Может они там перднут чем-то или еще чем-то. Вот для этого создан сам биток. Вот я вот даже вот покупал по 106 вроде бы или еще что-то там чисто спекулятивно. Взял часть битка и эфириума. Взял эфириум, да? Взял я эфириум. Что мы видим с этим эфириумом-то? Он вообще не растет, этот эфириум. Ну, сегодня, да, он там что-то двинулся на 2700. На 2700 он двинулся. Но торговать нужно чисто на битке. Вот мы видим здесь небольшое движение эфириума, конечно же. Ну, блин. Если возьмем, откроем час. Когда биток у нас стоил в диапазоне $103 000, я покупаю эфириум по 2600 вот здесь вот, да. Казалось бы, сейчас будет расти биток, и эфириум тоже пойдет в диапазон 2800. Что мы видим? Мы видим обратное, просто падение на 10%. И тут мы только восстановились к моей точке входа. Вот вам второй альткоин, ну, вторая криптовалюта на рынке, первый альткоин, эфириум. Это тоже все чухня собачья. Биток создан чисто для торговли, все. Вот мы занесли капитал, мы его соскамили на альте, а тренды мы просто-напросто потеряли. Смотрите, какие тренды на недельке. Смотрите, какой шикарнейший был боковик в 2024 году. Можно было бы торговать. Здесь вот шикарнейший боковик. Вот за что я имею в виду, что нам нужно дождаться пика бычьего рынка и скинуть эту гребаную скомовозку у себя в портфеле. Она нам не нужна. Ох, чаек просто супер заходит. Утром чай с молоком, с козьим или с бараньим. Да, такой прикол. Я, короче, загнул такой прикол. Люди там писали, типа, какое баранье, вы что, баранов дуете? Нет, это прикол. Ну, у меня вообще сгущенное молоко. Самое знаменитое сгущенное молоко. Если кто знает, могу вам дать инсайт. Смотрите. Берем молоко. И набираем с мальчиком. Молоко с мальчиком. С мальчиком. Вот. Это самое знаменитое молоко. Самое знаменитое молоко. И даже на фотографии в детстве я даже похожий на вот этого вот чувака. Самое знаменитое, шикарнейшее молоко. Оно самое натуральное. Это самое натуральное молоко. Я вам рекомендую, тот, кто живет, допустим, ну, в Украине, например, или может где-то видел такое молоко, купите, попробуйте. Это самое натуральное молоко. Кстати, я родом из этого города. Я там родился. Вот так вот. Самое шикарное молоко. Итак, молоко молоком. Ну, к чему я веду? К чему я веду, дружище? Я не переобуваюсь, и я даже портфель свой не сбрасываю. Потому как я ожидаю этого гребаного пика, который мы хотим дождаться. Вчера мы проводили стрим, и мы, конечно же, кинули на стол все карты. Как говорится, руки на стол, стволы под стол. Кинули мы на стол все карты и раскидали козыри. Какие у нас есть козыри перед пиком бычьего рынка. Что мы, конечно же, имеем. Это у нас сигнал хэш-рибанса. Давайте повторимся. Кто стрим не смотрел, утром в основном смотрит все видосы. И мы повторимся. У нас нету альт-сезона гребаного. У нас нету пика бычьего рынка. Но у нас есть, конечно же, самые важные козыря. Козыря, ты мои козыря. Это у нас хэш-рибанс дал сигнал. Это раз на недельке. На дневке двойной сигнал, на недельке одинарный. P-Cycle топ не показывает сигнал, то, что есть пик бычьего рынка. DXY у нас на дне. Эфириум относительно биткоина на дне. И, конечно же, доминация эфириума тоже на дне.
И все эти показатели нам говорят о том, что в принципе, ну, не пик это еще бычьего рынка. Конечно же, они это все дело затягивают по временному интервалу. Хотелось бы увидеть уже рост, но мы пока его не видим. Также мы можем, конечно же, занести еще к одним козырям. Это золотой крест. Я за него вчера не говорил. Вот у нас есть золотой крест. Мы его с вами рассматривали, когда он сформировался. И он формировался буквально в начале мая. Вот здесь вот. Он есть. Еще он не отработал, этот крест. Мы, в принципе, вышли, отретестили. Отретестили мы 10-ю, там получается EMA 7 скользяшка. Неплохо реакция здесь есть покупателя. И также есть разворотная свеча на месяце. Ой, на недельке, извиняюсь. На недельке вот у нас разворотная свеча. Сейчас у нас поглощение всего этого слива. И биток выглядит очень по-бычьи. Хоть у нас здесь и рисовали голову и плечи. За нее я писал в телеграм-канале. Кому интересно, можете подписаться в телегу. Писал я в момент формирования этой головы и плеч. Вот. И все свои мысли я очень быстро высказываю в телегу. Можете подписаться, потому как все там быстро высказываю. Иногда, ну, невозможно же, конечно, каждое утро все в голове держать и высказывать потом. Мне вообще вот сон приснился, я уже все забыл. Итак, вот. Да. Так, ну, за сон потом. А молоко с мальчиком очень шикарное. Кто пробовал, пишите в комментариях под видео. Также данное молоко отправлялось по всем странам СНГ. Очень было это знаменитое молоко в Казахстан. Особенно отправляли, там у меня родственники в Казахстане живут. Кто смотрит видео с Казахстана, всем привет казахам. Может, когда-то я приеду в Казахстан. Вот. И что мы видим? Мы видим то, что у нас есть здесь золотой крест тоже, еще один козырь. И очень хорошо, очень хорошо. Будем, конечно же, смотреть. Также, если мы включим месячную, то мы здесь подходим к вот этому вот тренду, который берет свое начало еще буквально в 2017 году. Мы это снимали видео несколько дней тому назад. Раз, два, три, 4 и вот 5 касание. Здесь ключевой момент. Мы можем, конечно же, шлепнуться отсюда на медвежку. Но при такой высокой доминации на медвежку, ну как там слабо верится. Также видно здесь объемы. Максимальные были объемы у нас в диапазоне 18к баксов. Вот. И в этом цикле была последняя по ходу возможность, где можно было прикупить в диапазоне 18к. Но мы были отвлечены от битка. Мы альту тарили. Мы же тут все ж такие... Альт-сезон нам нужен, да? Нам нужен альт-сезон. Но я не только тарил здесь альту, я и покупал биткоин. Только сложились некоторые обстоятельства, что привели к потере моего битка. Ну, ничего страшного. Но все равно я держал биток частично еще. Здесь вот перелил в эфириум. И фишка в том, что в торговой паре, когда я переливал биток в эфириум, то эфириум стоил в диапазоне $3000. Вот что. И даже на вот этом вот движении показывает то, что эфир это скам. Это просто-напросто ни о чем. Все говорят какие-то там иксы на эфириуме там или еще что-то там будет. Ну, блин. Может оно и будет, но эфириум сделан просто для смарт-контрактов, а не для каких-то там супер спекуляций. Вот что. И этот цикл показывает это. Здесь у нас важный уровень. Мы можем пробить этот тренд желтый и улететь выше, где-то сюда на 130-140. Само собой, у нас P-Cycle Top показывает то, что мы туда можем добраться. И вот давайте мы откроем P-Cycle. И это очень важно, потому как P-Cycle никогда не ошибался. Вот у нас сигнал, то что пик бычьего рынка, когда цена биткоина заходит за зеленую скользяшку. Вот, цена биткоина заходит за зеленую скользяшку, вот у нас в принципе пик, сигнал. И вот тоже пики. Здесь у нас зеленая скользяшка находится в диапазоне $164 000. То
для того, чтобы здесь появился сигнал, нам нужно уйти за зеленую скользяшку. Эта цена биткоина больше, чем 160 тысяч долларов. Ну, может быть такое, что мы коснемся зеленой, там, 160, да, все может быть. Но для того, чтобы отработал этот сигнал, мы должны приблизиться к 160. Или там 150, или 160, ну вот так вот. Вот. Так что запас хода еще есть. Просто они все это дело растянули с временным интервалом. Не знаю. И альтсезона нет, и тренда альты нет. И плохо, конечно же. А нету этого всего, потому как у нас нету притока капитала в рынок. Вот что. Что мы видим? 3 триллиона 420 миллиардов долларов. Все. Спотовый биткоин ETF и эфириум ETF только идут оттоки, без альтсезонов. Все. И в принципе притока капитала нет. Мы знаем график М2, всемирная ликвидность. Это не секрет, конечно же. Мы можем его открыть, даже этот график, он где-то здесь есть. Публикация уже отсутствует, короче. Ну, вот такое. Этот М2 график скрывают, он сейчас вообще получается там не в публичном доступе, его шилят только в интернете. И там даже обновлений не было с марта месяца. Также давайте посмотрим гэпы. Смотрим, у нас здесь сформировались гэпы. На дневке биточек наш открылся с гэпами. Что у нас здесь открылось? 10 июня, да, здесь есть гэп. Здесь есть небольшой такой себе. Ну, тут в принципе гэп не виднеется, но все равно. Фитили у нас, ну так, перекрыты нормально, знатно. Но гэп уже есть, смотрите. Да, гэпчик есть. Так что вот такие вот дела. Но мы можем этот гэп сегодня даже перекрыть. Цена биткоина будет опускаться там на 108 тысяч долларов, например. И мы можем этот гэп перекрыть. Вот, в принципе, что, козыря мы все пересчитали, что у нас есть. Посмотрим. Наша задача сюда зайти, на 120-ку. Ну и, конечно же, ну уже эфир начинает что-то откатывать. Ну это просто капец. Ну куда ты уже падаешь на 15 минутке? Ну, я буду, конечно же, держать эфириум дальше. Я хочу его скинуть там чуть выше. Это локальная сделка, которую я брал там чисто поспекулировать на 20-30%. В портфеле у меня тоже есть эфириум. Ну так, клинчик такой. Может быть, будем его пробивать вверх. Все-таки уже здесь разгрузили они на 15 минутке. Думаю, что здесь потихоньку эфир начнет догонять биток. Мы уже потихоньку начинаем догонять биток. На часе у нас стохастик перегрет, нужна коррекция. Вот такое, это все у нас локальные движения, локальные тренды. Вот. И ждем, конечно же, падения доминации. Тоже у нас один из козырей, это то, что доминация у нас на хаях. И здесь мы уже близимся все-таки к развороту доминации биткоина. И это нам будет говорить о том, что будет скоро, наверное, все-таки перелив. Какую-то часть битка перельют в альту. Может, не будет такой сильно крупномасштабный альтсезон, но все равно хотя бы какие-то скамовозки нам дадут движение, чтобы мы их скинули. Вот я вам говорю, что нужно в этот весь шлак весь скинуть. Послушайте старого дурака. Я сижу на этом рынке уже более чем 5 лет. Мы потеряли тренды. И теперь шикарная возможность у нас будет не очень скоро, только через 2 года как минимум. Если даже мы с текущих будем погружаться на медвежку, только нужно будет входить в биток через 2 года, чтобы увидеть опять восходящий тренд и легко торговать на споте. Вот. И вот эти вот все рассказы про альту, туда-сюда, эти все блогеры медийные, они нам засрали мозги. Мы засрали свой капитал этими альтами и потеряли тренд на битке. И этого делать не нужно. Вот наши тренды, нужно их было все проторговывать. Сидишь себе на дневке, ожидаешь, где те новости, где там, когда там Трамп пернет, когда там Илон Маск обосрется там или еще что-то. Хоп, вот здесь вот Трамп, да, в августе выходит, пролив. И закупайся. Все, восстановление, смотри, 20%. Чисто на споте, больше ничего не делай. Все, продал. Ожидаешь опять же. Слив, зашел, восстановление на 13%, продал. Все, больше ничего не делай. Не нужно тебе даже напрягать свой свинктер, чтобы там какие-то там плечи брать или еще что-то. Это вообще не нужно делать. Просто на споте торгуй биток. И ничего не делай.
Нет, мы выдумаем какой-то велосипед, какие-то альт-сезоны, там сотни тысяч, миллионы иксов, которых у нас нет. Но они будут, их нужно только дождаться. Мы уже подходим к этим всем моментам. Итак, доминация биткоина у нас, в принципе, здесь, наверное, они уже рисуют отскок. Мы подошли к сопротивлению. Вот у нас есть некое сопротивление, которое берет свое начало еще с 22 апреля 2025 года. И здесь, по всей видимости, они будут рисовать отскок. Также это сопротивление можно прочертить сюда, в эту сторону. И открыть, допустим, недельку. И мы, в принципе, по этому сопротивлению, вот я вставил вот эту вот красную линию, то, что все-таки, я ее давненько ставил, эту красную линию, до вот этого вот импульса, то, что мы, по всей видимости, подберемся по доминации биткоина, ну, к вот этим вот хотя бы фитилям, да, вот эти вот есть парочку здесь фитилей. Мы сюда подобрались. Сейчас, на данный момент, эти фитили у нас здесь, они уже проторгованы. И мы подобрались к вот этой вот вершине. Вот, здесь тоже есть сильнейшие проторговки. Можно, конечно же, здесь накинуть объемы, но это просто индекс, это доминация биткоина, но все равно объемы можно применить. Вот у нас здесь были, здесь видно синие линии, покупки. Вот здесь вот блок у нас был хороших проторгованных объемов такой вот. Конечно же, это глупо применять объемы, но все равно просто для какого-то обозревания можно это сделать. Здесь у нас сильнейший блок. Здесь были покупки сделаны. Вот у нас желтый это продажи, а здесь такой вот огромный блок это были покупки. И мы видим март 2020 год, это как раз начало альт-сезона. Вот мы подошли, протестили эти объемы здесь. Я думаю, что с текущих могут они, конечно же, здесь начинать формировать разворот по доминации. Сильное падение, там, как некоторые говорят, там в диапазон 30-20% я не жду, но нам хотя бы увидеть падение, там, диапазон там 50%, вот сюда вот, да, вот сюда, чтобы мы пошли, пробили вот эти вот донные значения, которые были 2 декабря. И, в принципе, нам будет даже достаточно для того, чтобы вот так вот доминация упала сюда вот. Нам будет достаточно увидеть здесь хорошее движение по альте. Вот. И я вам говорю, что жадничать не нужно, нужно фиксировать прибыль. Но жадничать, конечно же, уже никто не будет, потому как всех так вымотало. Этот альт-сезон, его никак он не наступит. Альта уже вымотала, люди будут просто выпрыгивать с этой альты. Там нужно будет, самое важное, бороться тоже с своим ФОМО. Не просто выпрыгнуть, а и, конечно же, сохранить свой капитал. Вот что. И опять не засандалить деньги в криптовалюту, а нужно обкэшиться будет. Вот. Пока что у нас здесь такой вот медвежий клин. Он зачастую пробивается вниз. Будем ожидать это все движение. Мы видим то, что у нас все-таки на 4-часовике вот видно то, что у нас движение было биткоина и было падение доминации. Если мы посмотрим на 4-часовике, вот так вот, да, вот у нас был рост битка, в этот момент мы видим падение доминации биткоина. И в этот момент мы видим приток капитала в эфириум намного больше, чем в сам биток. Вот этот вот момент мы как раз и ждем, чтобы приток капитала в эфириум был намного больше, чем в сам биток. И это будет способствовать дальнейшему росту альты. Преобладание роста биткоина будет намного меньше, чем будет рост самого эфириума и, конечно же, самих альткоинов. И вот это будет момент альт-сезона. Вот нужно смотреть, началось ли это движение у нас или нет. У нас еще будет триггер 18 июня заседания ФРС по поводу ставки. Может будет дальнейший триггер для дальнейшего роста. Будем с вами это пристально наблюдать. Посмотрим, понаблюдаем. Вот. И самый важный, конечно же, показатель. Это у нас хэш-риббанс. Вот. Хэш-риббанс. Есть сигнал на дневке, на недельке. Давайте мы посмотрим, что нам дает хэш-риббанс в этот момент. Давайте-ка мы посмотрим. Прошлый раз, когда у нас был сигнал, вот он, да. С момента этого сигнала сколько биток вырос? Давайте, ну, возьмем среднюю вот так вот. Раз.
Биток вырос у нас на 36%. 36%. Дальше смотрим, что у нас было вот здесь вот. Был у нас летом сигнал 2024 года, возьмем тоже среднюю вот так вот, и биток вырос. Биток вырос на 75%. Уже сила битка ослабевает потихоньку. Дальше. Был у нас опять же сигнал, это было у нас лето, август 2023 года, возьмем среднюю. Здесь у нас биток вырос на 171%, да? Уже меньше немножко. И еще вот сигнал был на дне. Биток вырос на 89%, да? 89%. Ну, возьмем среднюю, примерно 50%. Возьмем, допустим, 50%, что после сигнала биток может дать примерно 50%. Вот у нас был сигнал, возьмем среднюю. Цена битка 105, да? 105 и 50% роста по биткоину. А 50% роста, это у нас будет цена битка, ну, 160 тысяч долларов. В принципе, так как мы и ожидали по индикатору P-Cycle, в принципе, я думаю, что цену битка можно в этом цикле будет ожидать где-то в диапазоне 150 тысяч долларов. Ну, 150, ну, дальше посмотрим, что там будет. И здесь как раз они могут включить этот альт-сезон. Вот здесь они могут его включить. Будем, конечно же, с вами ожидать. Кстати, там кто-то говорил, что я переобуваюсь туда-сюда, да, в сообщении ты вот писал. Но я не переобуваюсь. Вот мой план, я его расчертил на биткоине. Вот он. Мой план, вот он. И я буду переобуваться, когда у нас пройдет 520 дней после халвинга битка. А 520 дней после халвинга битка, это у нас будет 20 сентября, 20 числа сентября 2025 года. Вот здесь я переобуюсь в медведя. Сейчас здесь я ожидаю это долгожданное движение, чтобы, ну, как минимум, хотя бы заработать несколько иксов на портфеле, как минимум. А тут у нас дальше будет медвежка. И здесь я буду ожидать тоже, чтобы откупить биток на дне медвежьего цикла. Будет ли у нас биток на дне медвежьего цикла в 26 году или в 27 году, посмотрим. Вот. Я думаю, что дно у нас будет по биткоину в диапазоне 43 тысячи долларов. Если у нас цена битка будет здесь вот пиковая, то тут у нас будет коррекция по биткоину 72%. Вот здесь я буду тарить биток. Вот такие вот у меня планы. Я ничего не переобуваюсь. Просто, конечно же, морально очень тяжело. И ты смотришь на вот эти вот качели и думаешь, блин, ну то уже задолбали, ну уже давай, или слейся там уже, или давай расти, ну просто тянут по времени, понимаете? Они тянут очень сильно по времени. Этот цикл очень затянулся. Мы уже 3,5 года уже растем по биткоину, а альт-сезона нет и нет. Если мы посмотрим с донышка, которое у нас было в ноябре, вот здесь вот 22 ноября, то мы уже по текущую дату, примерно вот, да, вот 9 там, да ё-моё, вот, 931 день, да, 931 день, и альта просто мертва. 931 день роста по биткоину, альта мертва. Что было в прошлом цикле, да, вот у нас было донышко, смотрим. 847 дней прошло, намного меньше, на 100 дней меньше. И здесь уже был альт-сезон. 12 апреля уже был пик бычьего рынка. А здесь еще был второй пик поставлен, спустя, ну, 1050 дней. То мы на данный момент даже не приблизились к ценам 2021 года. И альта просто мертва, как дохлая собака валяется где-то на обочине дороги. Вот так вот. Вот это вот выматывает. Мы должны были бы, по идее, после летней коррекции здесь показать рост, хорошее движение. Пускай тут еще была бы коррекция, но альта показывала было бы движение. Но мы этого не увидели. Альта просто умерла. И манипулятор в этом цикле показал, что альта это скамина лютая. Лютейшая скамина. Вот это вот выматывает, понимаешь? Вот это вот само все выматывает. А то, что мы, конечно же, идем плавненько к своим целям, это хорошо, это не выматывает. Тут нужно набраться терпения. Я думаю, что вот эти вот 3 месяца будут самые заключительные, и нужно держать руку на пульсе. В этот момент могут отстреливать какие-то альткоины, и мы с вами увидим альт-сезон. Вот, как только эфириум двинется в диапазон 3800, там у нас есть гэп по эфириуму, мы с дофой это рассматривали на стриме. Кто, конечно же, смотрел стрим, все стримы сохранены, смотрите, поглощайте информацию бесплатно. То
Там, конечно же, могут включить они альт-сезон, когда эфириум подойдет к диапазону 3800. Тоже будет ключевой момент на эфириуме, как сейчас на биткоине ключевой момент. У нас здесь есть на битке ключевой момент, потому как мы подошли к трендовой линии, да, мы к тренду подошли. Вот. И нам желательно его бы пробить, чтобы в дальнейшем все это дело росло, вся эта шляпа росла. Потому как еще здесь не отменяется сценарий слива. Они могут из текущих слить это все дело, и мы уйдем на медвежку. Все может быть. Вот мы буквально видели недавно, да, пук Трампа в сторону Илона Маска, и все. Рынок уже моментально отреагировал. Здесь мы еще не пробили ничего. Тут еще очень-очень рано радоваться. Когда мы пробьем, тогда будем радоваться. Аналогичная ситуация у нас будет и на эфире. Если биток пробивает и уходит на 120 тысяч долларов, на 150, так как мы полагаемся на наши козыря, которые у нас есть, что мы можем добраться до 150 тысяч долларов, то эфириум, по идее, должен подойти в диапазон 3800-4 тысячи долларов, подумать какой-то определенный период времени и пробить эти 4000 долларов и уйти на 6-7 тысяч баксов. Это было бы идеально. Но у нас есть некое но. Временной интервал. Временной интервал. И мы с вами же увидели то, что затягивают они это все дело. Затягивают. Вот временной интервал, да, в прошлом цикле мы уже были на конкретных хаях. А тут этих хаев даже еще и не пахнет. Этими хаями. И здесь некая зона непонимания, будет ли так или нет. Но нам, конечно же, Stock to Flow говорит о том, что пик вроде бы еще не поставлен. Но мы уже потихоньку начинаем окрашиваться в желтый цвет. Вот. Так что все-таки вот в сентябре нужно быть готовым покидать рынок. Будет ли там какой-то рост или не будет, ну дай бог, чтобы он был. Вот. Так что будем смотреть. И лето... Все говорят, блогеры, то, что все будет коррекция, там трейдеры уходят на какую-то там, ну они всегда уходят на каникулы, конечно же, но я думаю, что летом будет движение. Вот нужно все это пристально каждый день следить, смотреть, я буду снимать видео. Вы смотрите, поглощаете информацию и думайте, 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 думайте. А еще лучше пусть конь думает, у него голова поболее. Вот. В принципе, вот так. Я думаю, что данная информация вам будет полезна в ваших дальнейших размышлениях. Что вы там будете делать, это ваши, конечно же, действия. Будете там продавать, покупать, это вы будете сами принимать решения. А мы будем смотреть, глобально анализировать рынок и будем, конечно же, ожидать приток капитала в эфириум намного больше, чем в биток. Потому как без вот этого вот притока у нас не будет никакого альт-сезона. У нас... Ну, просто-напросто не хватает бабла для того, чтобы запустить эту всю шляпу просто на колоссальнейшие иксы. Когда они это все запустят, ну, неизвестно. Неизвестно. Будем надеяться. Мало ли, ну, вот Hash Ribbons есть сигнал. Примерно мы можем еще 50% после сигнала дать движение. Это будет у нас цена битка где-то в диапазоне 140-150 тысяч долларов. И там, наверное, они включат альт-сезон. Вот, ожидаем. Всем спасибо за просмотр. Поддерживаем канал максимально лайками, подписками, комментариями. Всем желаю мирного неба. У нас самый максимальный красивый день за окном. Солнце, лето, тепло, можно отдыхать, купаться. Всем пока, до связи и мирного неба.